Сегодня у нас в выпуске сразу несколько интересных новостей. Это истории, связанные с известными людьми, наделавшие в информационном пространстве очень много шума. Пойдем по нарастающей, к самому интересному. А чтобы быть в курсе всех самых громких событий, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Итак, поехали. Уставшая от бойкота Лолита Милявская разозлилась на россиян за отмену. Лолита не скрывала своего разочарования и горечи по поводу срыва своего праздничного турне по России. В свежем видеообращении к публике певица, попавшая под общественный осмотр после скандальной ивлеевской вечеринки в декабре, объясняла сложившуюся ситуацию. Видимо, обращение к тем, кто призывал к ее отмене, стало ответом на обвинение. Лолита выразила недоумение и обиду, ведь запланированные концерты ее юбилея были аннулированы. «Я только что прочитала в новостях», – с горечью произнесла Лолита, что мое турне, приуроченное к юбилею, было бесповоротно отменено по требованию активистов, которые считают, что я недостаточно раскаялась. Лолита также поделилась, что уже ощутила на себе последствия конфликта с соседней страной, поскольку ей запретили въезд на ее территорию из-за выступлений в Крыму. В свете последних событий она также открыла завесу своего вклада в помощь раненым, но подчеркнула, что никогда не стремилась публично об этом говорить. На протяжении многих лет я посещала госпитали, когда стране приходилось переживать тяжелые времена, подчеркнула певица. Лолита акцентировала, что ее миссия на сцене – это борьба с унынием, считая его одной из самых больших бед человеческой души. Она уверена, что ее песни и выступления вдохновляют людей на любовь, жизнь и благородные поступки. Далее певица выразила свои намерения связать свою деятельность с верой и духовностью, упомянув о своем желании посодействовать строительству храма на новых территориях, подчеркнув, что вера и благотворительность станут для нее новым вектором в жизни. Идем дальше. На связи Филипп Киркоров. Ранее еще один герой скандальной ивлеевской вечеринки, Филипп Киркоров, в кожаной куртке с пакетами подарков, он появился в госпитале и выступил перед ранеными. Но и тут успел вызвать испанский стыд. Журналисты выяснили, что артист привез гуманитарную помощь, подарки, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра, после чего выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Актриса Яна Поплавская раскритиковала Киркорова за попытку отмыть свою репутацию после инцидента на вечеринке. Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова. Целую поездку со съемкой организовали, срочно подыскали больницу. Все, чтобы замылить историю с ивлеевской вечеринкой и втюхать народу, что Киркоров этого народа достоин, возмущенно написала она в своем телеграм-канале. Поплавская подчеркнула, что до этого Киркорову было все равно, что происходит там. Однако, когда он сам влип в громкий скандал с вечеринкой, то внезапно решил отправиться с гуманитарной миссией. Достойный артист от страха забыл слово своей песни и затравленно думал, как бы скорее вернуться в Москву. 2 года ему было плевать, потому что задница все это время была в тепле. Но только когда прижала, он рванул туда, жестко заметила актриса. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заметил, что люди иногда ошибаются, и можно исправить свои ошибки, но это не означает, что все забудут прошлые промахи в будущем. Про Киркорова можно было бы говорить долго, но у нас на связи следующий персонаж. В один яркий день, посреди блеска и пыли Дубая, Даня Милохин, известный в кругах тиктокеров, вдруг объявил в эфире: «Алло, я русский». Эта фраза стала эпицентром его неожиданного перевоплощения. В период, когда звездам, чье имя омрачено скандалами, приходится искать путь к сердцам публики, Милохин выбрал свой уникальный маршрут. Не похожий на светил, посещающих больницы вроде Филиппа Киркорова, Даня идет другим путем. Его путь — это путь внезапно вспомнившего о своих корнях исследователя, который, словно Индиана Джонс в погоне за сокровищами, бороздит просторы Дубая в поисках русского флага. Цена сокровища. Патриотизм, и когда Милохин объявляет в интервью, готовый исполнить с шаманом дуэт «Я русский», звучит как крик души, напоминание тем, кто сомневается. «Алло, я русский», но следующие слова тиктокера заставляют задуматься. Странно слышать гордые заявления о превосходстве в родном языке от человека, свободно им владеющего с детских лет.
И более того, эти слова создают впечатление разлуки, несмотря на все заявления о любви к родине. Лучше, чем многие русские. Невольно задаешься вопросом, стоит ли в этих словах искать глубокий смысл. Для Дани, решившего покорять Дубай своими бойцовскими амбициями, патриотизм превращается в стратегию привлечения внимания. Хотя нам неизвестны его таланты в сфере смешанных единоборств, мы можем поспорить о подлинности его чувств к родине. Ведь искренняя любовь не требует особых поводов для проявления, в отличие от любви, которая заявляется вслух лишь из выгоды. Таким образом, перипетии Дани Милохина переплетаются в непростой узор, где искренность и стремление, патриотизм и карьерные амбиции складываются в мозаику его публичного образа. Но подлинная сущность его действия остается предметом для размышлений и догадок. Но это еще не все. Фильм про Собчак показал. Неприкасаемых больше не осталось, присягнуть должны все. Итак, история с Ксенией Собчак должна продемонстрировать отсутствие неприкасаемых среди знаменитостей в нашей стране. Вспомним, после той знаменитой вечеринки Собчак была единственной, кто смогла увернуться от последствий. Многие об этом заговорили. Даже сама Ксения старательно делала вид, что она тоже попала, и к ней пришли налоговые работники, представляя себя также пострадавшей стороной. Однако всем было понятно, что это тоже не более чем игра слов. Ведь люди, попавшие под удар, лишились возможности зарабатывать. Их мероприятия были отменены. Но поверх всего этого налоговая служба действительно посетила их и потребовала уплаты задолженности. А к Собчак пришли лишь налоговые работники, и все ограничилось этим. Такая ситуация вызвала ироничные настроения среди людей. Шутит, что майор Собчак все еще нужна верхушке, потому что кто еще с такой изящной легкостью может бесконечно брать интервью, после которых у людей возникают проблемы. И писать о тех самых вечеринках, которые также вызывают неприятности, но при этом оставаться невредимой самой. Сейчас мы, наверное, становимся свидетелями завершения национализации элиты. Власть уже самостоятельно разобралась со своими министрами, губернаторами и тому подобными. Теперь они стремятся привести к ответственности творческую и либеральную интеллигенцию, журналистов, писателей, актеров, режиссеров и прочих. Власть желает, чтобы все присягнули в верности, как это сделал Филипп Киркоров. Отчетливо, вслух, на глазах у всех. Искренность не обязательно, все равно никто не поверит. Главное заключается в том, что официально работать против страны больше недопустимо. Мы помним, как это происходит. Они сами всегда говорили. Когда ты высказываешь свою критику власти, на следующий день появляется фильм, где тебе уделяют внимание. Фильм на НТВ – это явный признак того, что тебя воспринимают всерьез. Потому что у этих важных людей есть свои сторонники, которые защищают их публично, кричат и скорбят, создавая шум, чтобы заставить общество верить, что невиновного наказывают. Сущность любого фильма на НТВ заключается в формировании общественного мнения о предстоящих испытаниях главного героя. Чтобы люди понимали, за что его осуждают, и поддерживали это мнение. Собчак присягнет или нет, время покажет. Увидеть ей в госпитале, как Киркорова, будет увлекательным опытом. Но в любом случае это продолжение урока. Никто не застрахован от наказания, и правила действуют для всех. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.